Айзен стал богом. И это совсем не кликбейт. Он наконец достиг своей мечты, и об этом говорит одна небольшая фраза, которую вы могли не заметить. Заинтриговал? А если я скажу, что Айзен воскресил Ичиго? Не верите? Ну тогда добро пожаловать на посерийные сравнения аниме и манги Блич. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Сразу стоит сказать, что эта серия кардинально отличается от предыдущих. Если раньше нас баловали новым сюжетом, новыми крутыми боями, расширением лора и мотивацией персонажей, то эта серия представляет из себя компиляцию всего того, что я считал вырезанным из предыдущих серий. Короче, тут почти все по манге. Почти. Да не все. А серия начинается с... Не шутить про говно, не шутить про говно, не шутить про говно. Твоя жопа после похода в привокзальную шаурмячную. Со следующим патчем новая Dragon Age будет запускаться именно с этим звуком. Экстренные новости! В ближайших районах Рукангая резко подешевела недвижимость. Простите. В манге, кстати, звук был другим. И здесь у нас вырезана одна сцена. В манге Лилье Баро окликает своего императора и справляется о его состоянии. На следующей странице нам показывают поток силы короля душ, а дальше невозмутимый Хашвальд поясняет, что Квинси бояться нечего, ведь врагами короля являются только шинигами. И теперь непонятно, актуальна ли эта фраза в текущем лоре аниме, потому как нам показывали, что король душ как бы разделил себя сам, а не как в предыдущей версии сюжета, где во всем были замешаны благородные кланы шинигами. Пока я буду считать это редконом. Дальше в аниме Сайфон решает снести поток силы своим банкаем. Это было по манге. Разве что в сцене вырезан вот этот фрейм. Стоп, что это такое? Целых 5 секунд картинки с простейшим эффектом параллакса? Я такое для одного своего видоса делал. Но кто я, а кто большая анимационная студия? На студии бюджет закончился после предыдущей серии или что? Зато нормально показали, как дерется трио офицеров. Дальше выходит Бьякуя и сносит один из потоков силы Сенбан Закурой. Нам демонстрируют его силу, а я напоминаю, что это всего лишь Шикай. И, наконец, нам показывают няшечку Айзена, который разносит всю волну, прямо не сходя с кресла. А после опенинга Айзен поздравляет Рукию с повышением до лейтенанта. На резонный вопрос, а какого хрена он здесь делает, рядом появляется Киараку и отвечает, что именно он вытащил злейшего врага из тюрьмы. Эта сцена идет в точности по манге, правда я бы хотел обратить ваше внимание на визуальный язык. На этом плане офицеры Гатея и Айзен с Киараку противопоставляются, что подчеркивается как бы случайным обломком камня ровно между ними. Этот прием будет применяться еще раз в серии, так что будьте внимательнее. А еще в аниме Киараку говорит: значит, речь идет о защите чести? В манге он говорил то же самое, но из-за того, что в аниме еще раз напомнили про два типа сражений во имя жизни и во имя чести, его слова получают дополнительный смысл. Он достаточно прост, и вы легко можете догадаться о нем сами, написав свою интерпретацию в комментариях под видео. А если вы все еще не понимаете, то можете прочитать разгадку там же. Тем не менее, Киараку авторитетом давит бунтарские настроения остальных, объясняя, что без мощи Айзена им не обойтись. Дальше происходит милый диалог Киараку и Айзена. Это все было в манге, и здесь сценарий не отходит ни на шаг. А затем Айзен кастует Курахицуги. Без заклинания. Будучи связанным по дальности действия Риацу, он буквально кастанул его в себя. И то, что в манге выглядело как абсолютно великолепная сверххайповая сцена, в аниме выглядит в разы хуже. И дело даже не в отрисовке самого черного гроба, скорее в том, как это подано. Сама сцена выглядит куцей, будто бы она изначально задумывалась куда дольше, но потом ее пришлось обрезать. Даже музыка, на мой взгляд, выбрана совершенно
совершенно не подходящая этой сцене. Короче, я расстроен. Из сильного момента в манге этот Курохицуги превратился в просто еще одно заклинание. Естественно, не все согласны с тем, что Айзена следовало освобождать, и Бьякуя еще раз говорит Киараку об этом. А я в очередной раз похвалю крутость слога в русском переводе манги. Пусть перевод не всегда точен, зато фразы из него легко пойдут в народ. После разрушения Курохицуги даже Урахара в шоке от новой мощи Айзена и прямо говорит, что он стал значительно сильнее по сравнению с тем, каким он был во время боя с Ичиго. То есть, теперь официально. Айзен на стуле сильнее Айзена в монстроформе. Я понимаю, вам мало слов одного из персонажей, даже такого авторитетного, как Урахара. И поэтому Куба нам дает прямое указание на его текущую силу. В аниме добавлено несколько новых фраз, в которых Айзен говорит, что одноглазые монстры — это поток силы короля душ, который вырывается из тела Яхве во время того, как он поглощает самого короля душ. В манге же персонажи так и не узнали, с чем сражаются, и это логично, ведь знаний о короле очень мало, и собирать их приходится буквально по крупицам. Урахара спрашивает, с чего Айзен делает такие выводы, на что Человек-стульчак отвечает: «А разве ты не чувствуешь изменения в реакцию Яхве?» Это критически важная информация, добавленная в аниме. Из нее можно сделать сразу несколько выводов. Первый вывод. Айзен действительно стал настолько силен, что чувствует реакцию на многие сотни километров. На секундочку, Ичиго должен был спускаться из дворца по лестнице, используя Сюнпа целую неделю. Кроме того, он чувствует то, что к реакцию Яхве подмешивается реакцию короля душ. А слова «разве ты не чувствуешь» могут говорить о том, что происходит абсолютно та же самая ситуация, что и во время его боя с Ичиго, когда слишком сильная реакция, на порядке превышающая реакцию окружающих, перестает быть осязаемой, переходя как бы на другую ступень. Мне очень не хватало еще одной демонстрации этого эффекта, и я наконец дождался. Если я прав, значит Айзен сейчас равен по силе Яхве, который поглощает самого настоящего бога этого мира. То есть Айзен стал богом. Сбылась у человека мечта. И судя по вздоху Урахары, он моментально понял все то, что я вам сейчас рассказал. Это понял и Киараку. Ликуйте, фанаты Айзена. Таким образом, Тайта Куба одной фразой дает мангаридерам четкое понимание текущего соотношения сил. И теперь мне уже понятно, почему в финальной битве произошло все так, а не иначе. И на этой животрепещущей ноте, если вам нравится то, что я делаю, то я попрошу подписаться на мой Бусти, где в раннем доступе лежат видео про 10 зацензуренных сцен в Бличе, видео, где я рассуждаю о самом полезном шинигами всей арки ТКВ, прохождение тайных игр и реакции на аниме. Подписаться можно по первой ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране. Спасибо всем тем, кто уже подписан, а мы продолжаем. Учитывая информацию о новой силе Айзена, попытка спустить вниз огромный дворец короля душ уже не кажется невыполнимой. Правда, в манге врата для перехода во дворец уже были настроены, и Айзен порушил их своей силой. Про врата и про тщетные попытки их установить из манги я рассказывал в предыдущих видео. Сейчас справа сверху вылезет подсказка на весь плейлист, их стоит посмотреть. Но плану Айзена не суждено сбыться, ведь дальность действия его реакцию на самом деле подкручивалась Майюри. И здесь в аниме вырезаны вот эти две фразы Куроцучи. И на этой же сцене находится одна из моих любимых фраз в переводе. Да-да, это когда Майюри, издеваясь, называет Айзена наивным серейтейским мальчиком. Но сцена прерывается приходом Штернриттеров, и шахматнозубый Нанана Наджакуб накладывает свою способность на Айзена. Оказывается, он выжил после встречи с Бьякуей. Ну, еще одной загадкой меньше. Эта сцена идет в точности по манге. Короче, Айзен получает удар и отключается. Только способность Андербелли Наджакупа в теории могла сделать с ним такое. Киараку пытается договориться с Квинси о союзничестве, и в аниме добавили кат, в котором Сайфон и Амаэда удивлены словами своего командира. В манге же ничего такого не было, и было ощущение, что они проигнорировали возмутительное поведение Сюнсуя.
Одобряю. Но драки стенка на стенку не суждено сбыться. Ведь Базби простреливает насквозь Наджакупа и предлагает союз. Вы же помните, что я говорил про разделение экрана? Ну так вот, этот прием используется второй раз. А кроме того, Квинси идут навстречу Шинигами с теневой стороны, подчеркивая то, что после победы Яхве проиграет и освещенная, и теневая сторона. Киараку принимает их помощь, а дальше у нас новая сцена. Точнее, компиляция из сцен, которые были в манге немного раньше, когда еще Ичиго боролся с Яхве, только теперь все они перемещены сюда. По сюжету манги Урахара несколько раз пытался заставить врата работать, но ему постоянно мешали. То у Китаки умрет, то Айзен сломает. В аниме же Киараку объявляет всеобщий сбор, чтобы совместными усилиями Риацу включить врата. Кстати, судя по всему, из сюжета аниме была вырезана рояльная машина по увеличению Риацу Майюри. По делам, я не буду скучать. И если в манге врата открывали только офицеры, то в аниме участвуют все, даже рядовые. И тут Куба отвечает на вопросы, которые задавали манга-ридеры. Выжили ли Шина и Риноске? Да, выжили. Жив ли Шинигами Сафра? Да, жив. Жив ли молодой фанат Ренджи? Тоже жив. Жив ли тот беловолосый из 4-го отряда? Да, вот же он. Жива ли Машира Куна? Да, вот и она. Кстати, если вам интересно, во время вторжения Машира было приказано защищать Академию Шинигами и ее учеников. Итак, давайте разберем все сцены этой половины серии. Сцена номер 1. Нанао останавливает Зараки. Была в манге, правда, перед этим Урахаре пришлось при помощи Кида останавливать Кенпачи, и уже потом путь ему преградила Нанао. Сам же их разговор не претерпел изменений. Сцена номер 2. Приход Вайзардов. Тоже была в манге, была перенесена с доскональной точностью. Не вырезаны подколы Хиори, даже фирменный бличевский юмор Хирака и Сайфон остался без изменений. Эх, а я уж подумал, что вырезали. Сцена номер 3. Включение врат и злость Сайфон тоже была в манге. Правда, тогда еще был жив у Китаки, поэтому в аниме его слова были отданы его преемнице Руки. И я еще раз хочу восхититься переводчиками манги и показать вам эту страницу. Ее можно буквально растаскивать на цитаты, а колоритность речи Зараки вне всяких похвал. Можете поставить на паузу и почитать. Но при этом нам и добавили одну новую сцену, в которой Киараку, как настоящий командир, выступает перед остатками своего воинства. Только в аниме он полностью раскрывает всю тяжесть положения перед подчиненными, заканчивая речь воодушевляющими словами. Уверен, Генрюсай себя таким никогда не обременял. Отличная сцена, поднимающая боевой дух как солдат Гатея, так и зрителя. Но мы забыли про Айзена, который приходит в себя и снова разговаривает с Киараку. В манге это было сразу после убийства Наджакупа. В аниме же за время отключки Айзена успели пройти все предыдущие события. Их разговор не претерпел изменений, но нас должно интересовать не это. Айзен сокрушается, что тот, кто остановил его, вошел во дворец первым, называет имя Ичиго, и тот приходит в себя. Прямо как Ичибей, которого Ичиго позвал по имени. В манге же Ичиго будила Юруичи своим пинком и светя труселями. Мне кажется, этот момент был изменен Тайта Куба неспроста. Как вы помните, все члены нулевого отряда привязаны ко дворцу короля душ и к самому королю, и поэтому не могут умереть. Король душ еще не поглощен до конца, а Ичиго может быть связан со дворцом, например, через ритуал Иразусанда. Так что вполне логично, если Айзен, называя Ичиго по имени, воскрешает его. Звучит как безумная теория, и это только теория, но она очень красивая и даже немного логичная. Тем временем в манге Ичиго вспоминает, что было после того, как Исида выстрелил в него. Он вытащил стрелу, Арихиме подхватила его щитом, а Юруичи вытащила их на один из малых дворцов при помощи веревок. А потом из-за пазухи вылез Кон, и Ичиго отрубился. Затем Ичиго в бешенстве идет разбираться с плюшевым медведем, дальше Юруичи предлагает контратаковать, но Ичиго подсвечивает то, что он может лишь допрыгнуть до дворца. Остальным же придется подниматься на щите Арихиме. Стало быть, в манге Сюнпа недоступна даже Юруичи. И в конце потом приходит Гримджоу.
В аниме же все совершенно не так. Нам никак не объясняется, почему у Ичиго нет дыры в теле, а Юруичи говорит лишь про пару ран. Следовательно, смерть Ичиго в прошлой серии была, возможно, в альтернативном будущем. А дальше, вместо того, чтобы побить Кона, Ичиго начинает его хвалить, что Кон еще и подсвечивает своими репликами. Также в аниме убрана реплика о том, что он может допрыгнуть до дворца. Ну и вишенкой на торте приходит Гримджоу, появление которого нам тизерилось в опенинге. После эндинга же нам показывают, что тем временем происходило у Квинси. И если в манге они сидели на диванах, ожидая завершения поглощения короля душ, в аниме они покорно стоят рядом с Яхве. Соответственно, эта страница была перенесена в аниме только по фразам, но не по месторасположению. Еще вырезана вот эта страница с удивленным Аскином, а аниме заканчивается на адаптации вот этой страницы. Что можно сказать в целом про серию? Многим она может не понравиться, потому что в ней много разговоров, казалось бы, ни о чем. Даже мечами не помахали. Мне это нисколько не мешает, и я наоборот доволен новой силой Айзена и своей отличной безумной идеей про Ичиго. Что же касается графики, то видно снижение качества по сравнению с офигенной предыдущей серией. Оно и понятно. Постоянно тянуть такой уровень попросту не получится. Но надеюсь, на ключевые бои сезона качество снова улучшится. Вот и все, что я хотел сказать про эту серию. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно приходите ко мне на стримы, а на сегодня все. Всем удачи и всем пока.